Какие ваши предположения по поводу Микки Кроун? Вот, смотрите, бутоны. Вот такой вид имеют. Какие прогнозы? Что здесь нас ждет? Но у меня такое ощущение, что это будет какое-то совсем не по сорту цветения. Ну, подождем. Ну что, друзья, мне уже понятно на утро, что это будет за фаленопсис. Как говорится, один из вариантов цветения Микки Кроун. Покупала в бутике орхидей. Продавец предупредила, что есть варианты цветения. Но этих вариантов цветения в объявлении в каталоге не указано. В общем так, Микки разочаровал в очередной раз. Указано именно на бирке, что это Микки Кроун 16. Ну, на самом деле, это один из родителей, который участвовал в гибридизации того милого растения, которое хотелось мне приобрести. В основном так ведут себя орхидеи со сплэшем. Сейчас я вам покажу, что у меня есть наподобие с такими же выкрутасами. Мне просто сказочно повезло однажды, и я приобрела Big Bang, который вот тоже имеет вот такую вот сплэшистую структуру, и который тоже имеет варианты цветения. Но мне повезло с первого раза. И вот такой красавчик теперь каждый сезон, это он уже доращивает бутончики. В общем, в этом варианте он у меня цветет. Это вариант, который желанный для всех. Есть его вариант темный, как мы видим, вот этот сплэш у него темный, так и сам цветок темный. Я прикреплю здесь фотографию. Есть розовый. Сейчас, там, по-моему, у Биг Бенга 4 варианта цветения. Один из них у меня тоже есть. Сейчас покажу. Вот один из вариантов Биг Бенга. Я вам часто его показываю. Мы с вами его недавно пересаживали. Чувствует он себя неплохо. Уже отцветает. Но вот такой вот розовый. Совершенно иной по форме, совершенно иной по размеру, совершенно иной по окрасу. Вот так вот это выглядит. И поставив рядом две этих орхидеи, два этих фаленопсиса, даже не догадаешься, что это что-то где-то рядом. Представляете? Вот что значит много родителей в создании одного гибрида. Ну, думаю, к вечеру будет уже понятно, что это терракотовая штучка. Слышала, что называют ее тигрисом. Не знаю. Есть еще более, это если она будет терракотовая, есть более желтенькая. Какая она у меня будет? Подождем, увидим. Осталось немного. Единственное, что осталось от Микки Кроун, это цвет губы, так мне кажется. Сейчас я гляну на телефон, на его... на его изначально фото. Сейчас посмотрим на его фото изначально. Он, конечно, очень симпатичный. Ну, очень, видите? Очень симпатичный. Хочется его посмотреть. Стоил он не совсем дорого, как для размера 2,5. Но будем теперь только любоваться на картинке. Пока что мимо. Если был бы сплэш, он бы уже был виден на бутонах. В общем, девочки, как у вас, у меня Микки Кроун мимо сорта. Мимо хотелки. Буду ли я еще раз совершать попытки? Думаю, что нет. У меня есть достаточно симпатичные варианты. Есть чемпион лайтинг, он классненький. Ну, в общем, жду вечера.
Вечером вам покажу, или может даже через сутки покажу, как он откроет полностью этот цветочек и как он будет выглядеть. Пишите про свои истории. Какая попытка у вас была успешная, удачная в цветении у этого интересного гибрида. Доброе утро, ребята! Он открыл свои глазки вместе со мной сегодня утром. И вот он, Микки Кроун. Микки Кроун. Вот такой. Представляете? Эх, не повезло. Не знаю, я его лечила. Видите, тут он замазанный весь. Мало того, что он не по сорту, так он еще был не сильно и здоров. Понимаете? Приехал ко мне прям за день, за сутки до отъезда в Дрезден. Думаю, о, класс, класс. И только лишь поэтому я на него не сильно злюсь. Но он же не виноват. Такой вот малыш получился. Посмотрите, я не покупала себе вот эти кораллы. И на кораллы похожие. Как-то я вот не сильно любитель такой вот расцветки. И вот, пожалуйста, само ко мне пришло. У кого точно так же цветет, расскажите. Видите, что творится? Ну, вот такой вот он. Симпатичный цветочек. Ну, будем любить и растить таким, каким он есть. Что делать? Еще до конца не открыл свои петалии, сепалии. Ну, посмотрим. Все, девочки, бегу. У нас хорошая погода, а у меня урок английского. Пожелайте мне удачи. Ребята, уже несколько дней, как он открылся. Слушайте, ну он большой. Большой, крупничок такой, приличный. Ну, сантиметров, наверное, 9. Ну, не 11 точно, но сантиметров 9. И, в общем, я вам скажу, знаете, на кого он похож, этот Микки Кроун? Он очень-очень похож на Golden Leo. Ну, вот мне так показалось. Не совсем, чтобы вот он, ну почти он. Не знаю, вы видите сходство? Я его вот как-то вижу. Посмотрю в своем альбоме, найду цветущую фотографию своего Лео и посравниваю. Сейчас он у меня не цветет, к сожалению, а то было бы интересно. Ну вот прям я вижу полностью золотого леопарда. Немножко тот побархатнее, мне кажется, чем этот. Ну, в общем, вот так. Он набрал в объеме цветок. И вот проступает розовинка и желтизна. Ну, такой интересный Микки Кроун получился. Ну, посмотрим. Главное, чтобы тут он очухался, выздоровел. Видите, весь в топсине. Сейчас, пока корни не растут, сейчас он весь в цветении. Ну, красавчик, красавчик. У меня похожие есть орхидеи, вот помимо Golden Leo, еще есть золотое яблоко, по-моему, тоже похоже на него. В общем, они вот как будто вот из одной серии, несколько сортов. В общем, вот такая вот красота теперь. Ну, по сравнению, с кем его сравнить? С Champion Lighting, ну, тут не сравнишь. Но он большой. Видите, он какой большой? Он крупничок. Ну, давайте с Герлой сравним. Смотрите, какой размер большой. Крупный. Вот если бы это был настоящий Микки Кроун, то это было бы очень красиво. Ну, что поделаешь.